довольно такой трудоемкий. Я весь день простояла в кухне, готовила, заготавливала. И вот под конец дня мы прошлись на прогулку. Не очень жарко совершенно. Уже вечером не жарит солнце. Приятно немножко отдохнуть, потому что дома ждет опять работа. Но с одной стороны, если зимой хочется открывать баночки и кушать, то летом нужно заготавливать, чтобы потом тебе не сказали: ты все пела, это дело, так пойди-ка попляши. Поэтому работаем. Сын привез 3 ведра черешни, и вот сейчас мы ее перебираем. Хотя черешня, можно сказать, очень хорошая, на ночь я ее замочила всю, и червяков не было, потому что если черешня, нужно ее обязательно замачивать, чтобы червяки вышли наружу. Вот показываю, ничего не вышло, так что черешня хорошая. Поэтому мы сейчас все будем перерабатывать на компот и на варенье. Вот мои компоты я уже делаю. Кому интересно, такой рецепт у меня есть на канале. Постараюсь вам оставить супер рецепт этих компотов. Я сейчас закатываю 15 банок, уже делаю несколько лет, и очень-очень вкусно. Поэтому заходите, смотрите и делайте. А эту черешню я перебрала, та, которая была немножко похуже, я перебрала на варенье. Никогда не делала, но попробую, потому что черешни много, жалко, чтобы она испортилась. Вот мои компоты. Такие они получились красивые, и по вкусу тоже очень и очень хорошие. А эту черешню я оставляю на покушать. Тоже ее много осталось. Вот, поэтому насладимся по полной. А черешня очень полезная. Вот я засыпала ягоды с сахаром. Обычно берут в зависимости от черешни от полкилограмма до 700-800 грамм сахара на килограмм ягод. И сейчас буду все это проваривать. Вот черешня опустила сок, и я провариваю ягоды в этом сладком сиропе. Буду смотреть и проверять на блюдечке, как она проварилась. Первый раз варю, поэтому буду все делать, как сказать, и пробовать. Ну вот, варенье уже готово, варила около часа, но вы должны смотреть и проверять консистенцию, которая вам нужна. Вы хотите более жидкое или более густое. Я продезинфицировала банки в духовке, чтобы они были чистые, стерильные. Всегда так делаю для варенья. Беру всякие маленькие, большие, нам потом удобнее так кушать, в зависимости от того, к чему мы будем это варенье использовать. Я его, конечно, уже попробовала, очень и очень вкусно, поэтому я довольна, что решилась на такой шаг сегодня приготовить варенье из черешни. Вот такое у меня приспособление есть, и ним очень удобно разливать варенье в банки, потому что, вот посмотрите, получается очень и очень классно. Сразу варенье попадает внутрь баночки и практически не разливается. Нужно аккуратно, но это очень удобно. Я бы никогда не подумала, что из черешни может получиться такой шедевр. Никогда. Я всегда считала, что варенье – это вишня, а черешня – это так. Даже не всегда делала компоты. Теперь с удовольствием делаю компоты. И также теперь, если будет возможность, с огромным удовольствием буду делать варенье из черешни. Вот так, друзья мои, все нужно пробовать. Желаю вам всего самого хорошего и дерзайте, пробуйте, варите, наслаждайтесь. Вот уже и зацвела липа, поэтому самое время ее собрать и высушить на зиму. Запах, конечно же, обалденный, и пчел тоже очень много, поэтому нужно осторожненько собирать. Скажу вам, что она зацвела мгновенно, и вот уже
уже начинает осыпаться. Так что времени терять нечего. Берусь за работу. Вот я около своего дерева, терять времени нечего. Берусь за работу. Липы у меня достаточно. Собирать буду слишком много, чтобы хватило на 1 год. Но, как известно, чай из своей липы всегда лучше. И зачем покупать, если есть свое на участке? Поэтому каждый год стараюсь успеть и немножко насушить этой липы, чтобы зимой потом с медом, если есть такая потребность, когда человек имеет температуру или когда болеет, чтобы так пропотеть. И вообще даже иногда, даже для лучшего сна, приятно выпить чай из липы. А вы любите липу? Напишите в комментариях. Вот так, когда у тебя свой дом и свой участок, и на этом участке что-то есть, всегда работа есть. И вот так вот, чтобы действительно иметь топчан какой-то или раскладушку в саду, чтобы полежать и вот так вот полениться и что-то там, почитать. Так вот нету времени. Всегда есть какая-то работа. Это просто какое-то проклятие. Вот всегда найдешь себе что-то делать. И это надо делать сейчас, чтобы не прошел момент. Как вот с этой липой. Посидишь день-два, и потом уже нечего собирать. Поэтому вот так. То полить, то прополоть, то приготовить. Вот уже смородина поспевает, чтобы ее переработать на зиму. Только что переработали черешню. И вот так оно сейчас пойдет и поедет. И неизвестно, когда закончится лето. Как вот это все успеть, чтобы еще насладиться этим летом? В 5 утра вставать, что ли? А в 5 утра вставать не очень хочется летом. Хочется также и поспать немножко, и погулять. И вообще вот так вот, как сказать, по-польски говорят, поланюговать. Значит, вот так вот, ничего не делая, повалять дурака и отдохнуть. Хочу с вами поделиться способом, как я экономлю место в морозильной камере. Хотя у меня и очень большая морозилка, она выглядит как нормальный холодильник, высокая, там 6 отделений. Вот, но все равно у меня там нехватка места, потому что я много вещей замораживаю. У меня одно отделение — это только хлеб. Вот. И, например, как я экономлю место. Вот если я покупаю, допустим, какие-то замороженные вещи вот в таких контейнерах. Они довольно много занимают места. Что же я делаю? Я вырезаю вот эту... вот эту пленочку, на которой есть этикетка. Здесь написано, что это, сколько здесь и так далее. Выкладываю эту содержимое в пакет. Теперь эту этикеточку я кладу сюда, потому что когда мясо, например, заморозится, то оно потом не видно, что там внутри. А если я вот так положу этикеточку, и здесь будет все видно, вот так вот завязываю и кладу в морозилку. Посмотрите, здесь оно занимает место намного меньше, чем в таком вот контейнере. Поэтому надо место экономить. Ловите на заметку, кому будет это полезно. Вот, пожалуйста, вместо двоих вот таких вот контейнеров у меня 2 маленькие такие пакетика, которые можно положить в холодильнике. Вот 1 на 1. Все утрамбовать, и посмотрите, насколько меньше места будет в морозилке.